Приветствую вас, дорогие друзья! Это канал «Давай запишем», в студии Александр. Сегодня мы с вами будем знакомиться с вокальной педалью TC Helicon Critical Mass. Приступаем. Вряд ли найдешь сейчас вокалиста или любого музыканта, который не знал бы, что такое TC Electronics или TC Helicon. Конечно, первые будут посерьезнее, но у них и история побогаче, аж с 1976 года. Helicon же появился на свет в 2000 году, и их можно назвать относительно молодыми. Совершенно логичным было то, что эти два бренда вошли в одну группу – TC Group, где им компанию составили также и Tennoy, Lake, Labgruppen и TC Applied Technologies. Ну а в 2015 году вся эта группа была благополучно присоединена к музыкальному племени Music Tribe, в составе которого уже были такие известные бренды, как Behringer, Midas, Turbo Sound, Clark Technic и другие, которые очень талантливо собрал воедино и нехило проинвестировал в производство небезызвестный и проворный Ули. Ну, Ули. Денег заработал на копеечных безделушках, теперь можно и скупать все, что захочется. Но вернемся к Helicon. Основная специализация – это вокальные процессоры и отдельные примочки для вокалистов. Самым первым и очень удачным продуктом компании был рэковый вокальный процессор Voice Prism, на котором можно было уже тогда накрутить все, что угодно. Но на месте они не стояли, и в 2004-м выпускают в свет просто бомбу того времени – напольный процессор Voice Live, который вокалисты могли расположить на сцене у себя под ногами и рулить всеми прелестями прибора безо всяких звукорежиссеров. Ну а дальше пошла в ход целая линейка педалей Voice Tone, в которых уже были в основном одиночные эффекты, и, естественно, они имели более компактные корпуса, как и наш сегодняшний Critical Mass. Маленький, простой в управлении и удаленький. Что же он умеет делать? Он дублирует, гармонизирует и немножечко холлит наши порой скучно звучащие вокалы. Подключается элементарно. Сюда микрофон, отсюда в карту или микшер. Причем микрофон может быть как динамический, так и конденсаторный. Фантомным питанием педаль его обеспечит, оно здесь постоянно включенное. И хоть указано в описании, что здесь есть только 24 вольта, мы подключали 48-вольтовые микрофоны, все работает прекрасно, чудеса. Сама педаль питается от 4 батареек типа АА или от блока питания, который, к сожалению, не в комплекте. Ну и еще одно, порт USB. Он здесь для того, чтобы можно было соединиться с приложением Voice Support, обновиться, узнать о новостях компании и так далее. Ну а теперь о главном. 3 ручки и 2 кнопки. Это все, что касается управления. Первая ручка позволяет нам выбрать любой из 4 эффектов в 2 вариантах – Melodic и Gang. Давайте послушаем каждый из них. Итак, включаем первый эффект из группы Melodic. Это унисон. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Второй эффект. Октава вверху. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий эффект – октава внизу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертый – октава внизу и вверху. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая – это группа Gang. Унисон. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая октава вверху. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь октава внизу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И последний 8, октава внизу и вверху. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
3, 4, 5. Как вы заметили, вторая ручка использовалась для определения уровня обработанного сигнала. Его можно было дать как совсем немного, чтобы получить очень легкий эффект, так и выдать экстремальную порцию. Мало ли где-то кому-то это вдруг понадобится. Теперь третья ручка – ревербератор. Он работает независимо от того, включен основной эффект или не включен, что, кстати, очень классно придумано. Ну, например, дали немного реверочка и поем куплет. И как только начинается припев, давим на кнопку и включаем заранее настроенный основной эффект. Таким образом, припев у нас выделяется и становится более плотным и насыщенным, что будет совершенно правильно с точки зрения развития динамики песни. Ревера здесь три варианта – Room, Club и Hall. Давайте послушаем, как они работают. Первым у нас идет эффект Room. Раз, два, три, 4, 5. За ним у нас идет Club. Раз, два, три, 4, 5. И, наконец, Hall. Раз, два, три, 4, 5. Ну а бонусом в этой педальке идет вот эта волшебная кнопка «Тон». С ее нажатием включается адаптивная обработка, которая автоматически добавляет к сигналу эквализацию, подрезает низ и подчеркивает вверх, компрессию и деэссер. И все это в тех порциях, которые нужны именно вашему голосу. Очень умная кнопочка. И добавлю, что работает она не так, как ревер, то есть независимо, а только в паре с основным эффектом. Раз, два, три, 4, 5, 555. 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 И последнее, что хотелось бы сделать перед вокальным тестом, это услышать собственный шум этой педали. Ведь все мы знаем, как мешают, раздражают эти шумы от гитар, примочек и микрофонов, которые летят из колонок, и с которыми мы практически ничего не можем сделать. Давайте послушаем. Итак, начнем с 35 дБ усиления. Раз, два, три, 4, 5. Порядок. Поехали дальше. Плюс 40 дБ. 45. Плюс 50 дБ. 55, ну дальше уже не пойду. Вот-вот наступит страшный перегруз, ну а что касается шума, то критичным я его назвать не могу. Вполне нормальный рабочий шум. Вот так бы работало все наше оборудование. Все, друзья, вокальный тест. Слушайте внимательно и потом делитесь своими впечатлениями в комментариях. Спасибо, что смотрите нас. Всего вам доброго. Я не ангел, я не бес, я усталый странник. Я вернулся, я воскрес и в дом твой постучал. Ты открыла очи мне сонным утром ранним. Прислонился я к стене и шепотом сказал: дай мне с дороги вдоволь напиться чистой водицы. Дай мне, дай. Ты расскажи мне про счастье былое и уложи спать рядом с собой. Давай попробую. Там другой текст, но мне надо другой. Ты не останавливал? Тогда пишу. Так вообще? Ну да, и поверни просто голову на монитор, ты так был. Вот ты сейчас повернул вниз голову, она тебя сильно закрыла. Нет, я сейчас просто сделаю вот так. Да, но не надо наклонять, просто как бы вот так, да.